Вы живете или только думаете, что живете? Жизнь современного человека похожа на повторяющийся сон. Утром в понедельник на скучную работу, вечером телевизор и тусклый оргазм перед сном. В пятницу и субботу алкогольный отяг с друзьями, и с понедельника все по новой. Людей убеждают, что так правильно. Говорят, надо работать, чтобы больше потреблять. Получи зарплату, заплати налоги, купи, возьми кредит и снова работай. Жизнь от зарплаты до зарплаты проходит никак. Попробуйте вспомнить, что вы делали 2 недели назад. Месяц, год. Самое запоминающееся событие – поездка в турецкий All Inclusive. Самая сильная эмоция – царапина на машине. Общество настолько попало в рабство потребления, что теперь даже непонятно, кто кому служит. Вещи людям или люди вещам. Тех, кого не устраивает такое положение вещей, тех, на кого не действует отупляющая роль зомбоящика, объявляют маргиналами. В обществе, в системе нет места людям с горячей кровью, этим нарушителям спокойствия. Часть этих людей становится ультрас. Так в мире называют футбольных фанатов. Мы помним времена, когда футбол был настоящей живой игрой, а не глянцевой картинкой. Когда за наши команды играли парни со двора. Когда болельщики не растили пивные животы и были готовы постоять за честь родного клуба. В этом фильме мы покажем, как коммерциализация убивает футбол. Как фанаты, верные своим клубам, оказываются вне закона. Мы расскажем, что происходит на футбольной арене Украины за год до Евро-2012. Посвящается Павличенко, первому гражданину Украины, которому при фальшивом обвинении в отягчающие обстоятельства и доказательную базу было выдвинуто, что он является ультрас киевского «Динамо». Это выплеск эмоций, это огонь, это одна из стихий, это волшебство. Ребята, поверьте, проблема с Евро у нас в Украине будет совсем не в фанатах. Кому выгодны эти провокации и зачем они происходят, мне сложно понять. Это же вопрос общей культуры. Мы возвращаемся к этой теме. Ну, навряд чи буде по голові, може десь там хоче десь по спині. Агрессия наш порождает ответную агрессию, поэтому все зависит от степени терпения. Но я просто вырос на Красноармейской. И имея рядом республиканский стадион, мы еще детьми бегали в футбол играть туда, на верхние поля. Зимой катки заливали. И имея рядом республиканский стадион, конечно, сложно было не окунуться. Во-первых, я с детства всегда болел, мой отец болел за «Динамо». Так сложилось, что уже 8 лет, как я играю в динамовской футболке. Можно сказать, что для меня это родной клуб, родная команда. Днепр это мой город, это где я родился, где я вырос, где я работаю. Это мои друзья, это мои родственники, это моя команда. Отец переживал за «Динамо», за деда не могу сказать. Я тоже переживаю за «Динамо», это мое родное. Тут мои корни, я не могу представить себя без этого. На начало матча флаги, дымы и стробоскопы, ничего больше. Лишнего ничего не надо. Для нас, допустим, да, для дорогих болельщиков, это больше, чем там просто клубные цвета, больше, чем просто эмблема. Потому что это как хобби, это какой-то стиль жизни, это свободное время твое, которое ты проводишь с ребятами, которые объединены как бы одной целью. Да, там, то есть у нас это Днепр, у кого-то это там, Киев, у кого-то это там, Шахтер и так далее.
в Украине, ну, в бывшем Советском Союзе, одной из таких дружественных группировок, это Союз Киев, Днепр, Львов и Жальгирис Вильнюс, который в советское время это называлось черным квадратом. Вот сейчас, ну, на Украине существует такой термин, как триада. Не знаю, правильно это или неправильно, но мы всегда были, есть и будем друзьями, поддерживаем друг друга. Так, что сказать. Молодежь-то еще, наверное, там не пиши. А молодежь-то еще дерется, помогает друг другу. А мы просто дружим, мы просто общаемся. Для нас это важный момент. Мы когда приезжаем в Киев, мы чувствуем себя здесь как дома, это постоянно вписки, если надо остаться где-то там, кого-то накормить, кого-то одеть, обогреть, там остаться, где-то переночевать, никаких проблем нету. То же самое Львов, то же самое львовяне, когда или киевляне приезжают в Днепр, то есть это постоянно как-то, то есть, ну, общая поддержка, но это не, как бы, даже общаемся не только по футболу, то есть просто когда в Киев приезжаешь, там созваниваешься, и я знаю, что если я приеду в столицу, мне всегда есть где остановиться. Ну, какие-то личные отношения тоже есть, друзья тоже есть среди парней из других клубов, поэтому тоже в этом большой плюс. Ну, на матче такой самый элементарный, да, там, пример какие-то, если матч, там, играем мы с кем-то из друзей, там, какие-то совместные переклички, какие-то там наши общие темы, или там, допустим, патриотические, или там против того же современного футбола, или каких-то там общих врагов, тоже такой немаловажный фактор есть. Футбол, как борьба, начался с того, что люди с одной улицы решили выяснить, кто играет сильнее. Мы или те ребята с другой улицы, наш город или город по соседству. И так и появились те противостояния в футболе, те матчи, которые вызывают повышенный интерес. Да, это так называемые дерби, когда играют команды из одного города. Эти матчи всегда пользуются повышенной популярностью, всегда привлекают к себе большое внимание. Так появились матчи принципиальных соперников, такие противостояния, как, если взять Испанию, это Реал, Барселона. Если взять бывший Советский Союз, это Динамо Киев, Спартак, Москва. Если взять нынешнюю Украину, то, например, матчи киевлян с донецким Шахтером вызывают повышенное внимание. В свое время там Одесский Черноморец, который сейчас в первой лиге, тоже являлся і являється для нас принципіальним соперником. З Волинью і з Ужгородом у нас стосунки, ми воюємо з ними, і в першу чергу це через те, щоб довести всій Україні, що на Західній Україні найсильніший клуб – це є Львівські Карпати, які і на футбольному полі, і поза ним можуть перемогти любу команду на Західній Україні. Именно эту игру ждешь, что-то там к ней как-то готовишься определенному, там совсем другой закал, как-то совсем по-другому идет поддержка, то есть, ну, тот, кто в теме футбольно, тот меня поймет. Все едут в Киев. Матч «Динамо Киев-Спартак», как и в прежние годы, вызывает колоссальный интерес. Пожалуйста, по несколько слов. Вы болельщик киевского «Динамо»? Я киевлянин, естественно, болельщик киевского «Динамо». Хотя уважаю, люблю «Спартак». Поедете вы на матч? Ну как домой не вернуться на матч? Специально еду, чтобы быть на матче. Кто выиграет? Ну, конечно, киевляне. А теперь мы уже в Киеве на республиканском стадионе. И, как мы видим, здесь хорошо подготовились. Демьяненко, Блохин, Бессонов, наши идеалы. Мы ждем, когда откроют дверь на стадион «Динамо». У всех мы на устах, в общественных местах. И верим мы в успех в Лужниках, в Лужниках. Едет пьяный фанат на выезд. Грязная рожа винтом разит. Верит в победу родной команды. Фаер — это выплеск эмоций, это огонь, это одна из стихий, это волшебство.
Это эмоции, это взрыв. Это так же, как забивается гол, у тебя просто сумасшествие наступает. Фаер — это выплеск это. Это выплеск эмоций. Если это все грамотно используется, и если это все используется с умом, то это выглядит красиво, и это нравится и футболистам, потому что мы общались с игроками, мы знаем. И это нравится людям на трибунах, потому что это зрелищность, это как бы неотъемлемая часть того же футбола. Ну, мне как бы нравится то, что проводят акции, там, баннеры разные в поддержку игроков. Фаерам как-то относишься? Ну, к фаерам, честно скажу, красиво было, когда с Оболонью играли, когда особо не задела нас, грубо говоря, это дымовая завеса. Ну, когда она на поле, и ветер бывает в сторону стадиона, несет дым, то не совсем, конечно, приятно. Но если это, грубо говоря, 1-2 фаера там, или 5, то их особо не ощущаешь. Пиротехники вообще, считаю, надо быть побольше, чтобы оно тогда как бы напоминает, сегодня как бы становится более интереснее играть, и туман и так далее, поэтому я за пиротехнику. Спасибо. В тех странах, где пиротехнику пытались запретить или пытаются запретить, ее использование число ее использования только возрастает на трибунах. При этом болельщики начинают ее использовать уже не для того, чтобы поддержать свою команду, а для того, чтобы просто делают это назло органам правопорядка, чтобы продемонстрировать, что мы принесем, мы сожжем, мы сорвем матч, потому что вы не учитываете наше мнение, вам плевать на нас, как на болельщиков. В таком случае нам плевать на вас, как на функционеров. Проблема серьезнейшая. И я хочу, забегая вперед, зная, что вы поставите этот вопрос, сказать вам, как человек законопослушный, я четко следую указаниям УЕФА, где четко и ясно прописано во всех регламентах: применение пиротехники запрещено. Кстати, законодательство Украины, вы говорите, что нужно новое законодательство. Ну и в законодательстве прямо записано, что применение открытого огня в местах скопления граждан, в общественных местах запрещено. Ну, це, звісно, правопорушення, але воно не становить такої значної загрози громадській безпеці. Да. Тому краще таку особу відстежити і потім притягнути до відповідальності. Очень многие не понимают, для чего палят ребята на стадионах фаера. Но по сути это последний аргумент, который остался у активного болельщика, чтобы показать, с одной стороны, свою радость в случае забитого гола, или наоборот высказать свой протест, когда команда показывает не ту игру, которую от нее ждет болельщик. Нам бы очень не хотелось это применять, но это протест. Например, давайте возьмем матч в Днепропетровске. Вот, когда билеты на игру сборной Украины, я не говорю, что это была игра со сборной Англии, какая разница, с кем игра? Билеты на игру сборной Украины начали космические цены, просто космические цены. Вот. Естественно, был протест. Забросали поле чертовой бабушке пиротехникой. Вот. У нас на матче то же самое. Ну, у нас сложнее, здесь там камеры, ну и то я знаю, что кого надо, никого не поймали. Ну, львівські ультра славляться своїми, ну, тобто фаєр-шоу і димовими завісами. І дивлячись на минулий чемпіонат, то по штрафах за фаєра і дими Львівські Карпати перегнали, ну, тобто навіть другий клуб в 3 рази. От. І всі ставляться позитивно до того, всі вкладають в то любов в першу чергу до команди, не як спосіб зірвати матч, спосіб попасти в футболістів суперника тим фаєром, щоб там нанести йому травму. Це красиво, всім то подобається, навіть власникам клубу, які говорять про то негативно, в приватних розмовах вони самі говорять, що їм то подобається. Часто мы слышим о том, что вот приближается чемпионат Европы, УЕФА предъявляет высокие требования к безопасности. Но в тех странах, где проходили мировые турниры, европейские турниры, да, это Германия, это Швеция, это Австрия, Швейцария, мы видим на трибунах пиротехнику довольно часто и массово. И это не помешало провести этим странам такие важные мировые футбольные турниры. Почему же у нас отношение к пиротехнике такое, что
болельщики, которые ее используют, они просто там ставят под угрозу наш чемпионат, который у нас должен пройти, и мы там не сможем его провести. Пиротехнику на трибунах использовали всегда. Она использовалась и в Советском Союзе, и используется в Европе активно. Мы можем посмотреть на каждый буквально игровой день в Европе. На трибунах используются различные пиротехнические средства. Петарды, ракетницы, дымовые шашки, фейера. И болельщики используют это в первую очередь для того, чтобы поддержать своих игроков, для того, чтобы сделать красивое шоу на трибунах, для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку, свою любовь, свою преданность той или иной команде. Такая тенденция мирового футбола, что сейчас пришло время денег в футбол. Но для меня нынешний футбол больше стал похож на какой-то шоу-бизнес. Шоу-бизнес связаны, то есть там, где все вопросы проходят через деньги, в том числе и вопросы мотивации, в том числе и вопросы самой игры, в том числе подборки кадров, в том числе подборки игроков. То есть у нас уже нет такого, что такого понятия, как отдаться и мотивированным быть для игры за честь клуба. А вся мотивация заключается в деньгах. Вот. Количество игр возросло, нагрузка на игроков возрастает, количество игроков возрастает в клубах. Клуб вынужден содержать большое количество игроков. То есть маленький клуб обречен на неудачи, потому что у него, то есть бедный клуб обречен на неудачи. То есть фактически выигрывает кошелек. Вот и все. Деньги, которые пришли в футбол, начали менять его. Начали меняться правила игры, начали меняться форматы турниров. Вместо Кубка чемпионов образовалась Лига чемпионов, формат, который на протяжении последних практически 20 лет менялся несколько раз. Вводились групповые турниры, один групповой турнир, второй групповой турнир. Выросло количество участников. Сейчас мы видим, что в Лиге чемпионов играют команды, которые никогда не были чемпионами своих стран, тем не менее не играют в Лиге чемпионов. Я считаю, допустим, бред от того, что запретили там снимать игроку футболку, из этого подается желтая карточка. Но если человека идет переполнять чувства, если он забивает гол, ну что тут такого, что он снимает футболку? Ну, если каждый будет снимать футболку, там один может написать что-то достойное, а другой может написать все, что угодно. Под футболкой может быть любая реклама, любая надпись. Возможно, из-за этого. Да, наверное, скорее всего, только из-за этого. У кого-то может быть живот большой, зачем его показывать? Этому все подчинено. Начиная от трансферной политики, переходы игроков в другие клубы, там, переходы игроков в клубы, которые как бы исторически сложились, там, например, с твоим клубом у него какие-то враждебные или там вообще там ненавистные отношения, и игрок переходит из одного клуба, в котором он играл там всю жизнь, вырос, допустим, в школе, да, его вырастили, там, ну, например, в «Динамо» Киев, например, там, Влада Ващука, которого настоящие фанаты, ну, перестали просто после этого уважать. Я помню, как на Влада Ващука там обиделись там, до сих пор, когда он был в команде. Ну, неприятно было, конечно, когда мы на партнеров по команде нас что-то кричали. Ну, я говорю, как бы я просил фанатов, когда мы это были, чтобы они этого не делали. Ну, в принципе, успокоились, потом он шел обратно, начали кричать. Ну, это такое, тут же не заставишь, правильно, у вас как бы, ну, мне как бы нравится. Як фанатам здається, що вони не повністю викладаються, може їм не виходить, тобто, або вони не стараються, щось їх не задовольняє в клубі. Тобто таких футболістів, ну, скажімо так, не люблять дуже. І буває навіть таке, що після деяких матчів, коли команда пару разів програє і футболіст приносить свою футболку, йому ту футболку викидують назад і просять ну не просять, а кажуть її принести, коли ви виграєте хоч би матч, і що нам, ну, тобто, нам вона буде дорожча в той час. Да, у них может быть мастерство, они могут красиво там что-то играть, там как в балете, все. Но то же самое, какая-то отдача, да, какие-то такие мужские темы, выносливость, это тоже уже все меньше этого заметно, и футболисты, те же нападающие, которые всегда на острие, которые есть определение понятия атака, да, которые должны рвать, они очень часто не рвут, они просто падают, как какие-то там девочки, и начинают играть такое какое-то дешевое кино, там, когда там судья остановил игру, там даже дал желтую карточку, через 10 секунд стоит, как ни в чем не бывало, и пошел дальше. Ну, это просто фальшь, это не красит футбол. Esto, pero es de loco. Esto sí que es de Golzap.
Espectacular. Lo que hizo Carrasco es de los tres chiflados. Este chico una maravilla. Es de Mou de los tres chiflados lo que hizo este muchacho. Я никогда сам не симулировал и не люблю смотреть на это. И всегда своим партнерам как-то сам подсказывал, что лучше этого не делать. Тебе больше уважения будет. А мажоры нынешние, ну, которые там постоянно бьют свои Мазератти, да, у них бывают неплохие игры, но я не вижу той души, того сердца, того, я не знаю, того через «не могу» движения, которое было видно и понятно в команде там, 80-х, 90-х годов. Даже сколько бы мы их ни получали, вроде тоже немало. Вот по сравнению, будем говорить, с министром или там еще каким-то таким функционером, таким достаточно высокого ранга. То есть мы получали, будем говорить, ну, надо побеждать было. То есть мы побеждали и получали. Но они нам не мешали играть. И мы играли как вроде бы, ну, по отзывам хорошо. Не могу с вами согласиться. В то время, о котором вы говорите, в 80-х годах, были совершенно иные представления у людей о комфорте, о качестве жизни, о социальных услугах и правах. Были совершенно иные стандарты качества, и мы все с радостью сходили на деревянные лавочки и на одно размеченное выцветшей краской место садились втроем. И считали верхом блаженства и радостью только лишь, что мы попали вовнутрь стадиона и можем наблюдать за нашей любимой командой. Сейчас, когда человек приходит на стадион, он хочет получить что? В первую очередь он хочет получить качественный спортивный продукт. Функционеры, ну тут тоже отдельный разговор, они все подстраивают как бы под себя, под то, чтобы футбол просто приносил деньги. Современный футбол, да, это современные футболисты слащавые, да, такие как какие-то поп-звезды, которые уже непонятно в кого превращаются, непонятно какого пола он. Ну и болельщики то же самое, люди как хавают, грубо говоря, и то же самое хавают то, что им дают. То есть им дают там стадионы, там поменьше там эмоций, там не кричите там судья там такой-то плохой, если люди ну, чувствуют, что он плохой. И как можно меньше эмоций, принесите денежки, покушайте, посидите спокойно, посмотрите, да, поаплодируйте, может, повосхищайтесь слащавыми футболистами. То есть ну, все сделано для того, чтобы футбол превратить в своеобразный шоу-бизнес, где понятие какой-то страсти, чести, верности, какого-то именно восхищения какими-то такими высокими понятиями, когда люди самоотдача чувствуется, когда они играют для тебя, когда они отдают этому душу, и ты это понимаешь, ты отдаешь свою душу поддержке, то есть идет такая связь. Ну, это все уходит, это выветривается, это уничтожается. Вот все, что делают деньги. Все превратилось в простое зарабатывание бабла и в красивую картинку, а по сути внутри нічого хорошого там я не вижу. Скажіть, натуралізація іноземних гравців, ваша думка з цього приводу? Добрый вечер, Украина. Вы знаете, ну давайте папу Гуе, да, вот не такой давний пример сделаем украинцам. Вот Дэвича с его черным языком уже сделали, да. Вот, ну посмотрите, это сборная Украины или это солянка со всей Европы будет? Давайте решать. Если нам нужен результат любой ценой, ну да, давайте скупать игроков. Вот, давайте им давать быстро, очень быстро гражданство и наигрывать их. Но если это сборная Украины, это должны люди быть, которые жили в этой стране, которые ходили в эти школы, для которых гимн и цвет флага – это не просто так. А если нам нужен результат, ну давайте, 10 пап Гуе и вперед. Спасибо, мы зрозумели. Савик. 10 пап Гуе, я думаю, с группы не выйдем. Да, так что тут какой бы тренер ни был. Я прекрасно розумію гумор. Просто в них викликало різко негативну реакцію на те, що було. Шутка, Я розумію. раз вы хотите. Але тут проблема иностранец. Почему «Динамо» в свое время стало идеей и сердцем украинских болельщиков? Потому что в нем играли мальчишки, которые проходили динамовскую школу, которые жили в соседнем дворе. И не за страшные деньги, а за абсолютно такие какие-то адекватные деньги, они понимали, что для них это сердце, и любовь болельщиков для них это
Это одна из самых главных составляющих, а не деньги и не какие-то мифические жизненные блага. Мы ждем Милевского и Шевченко. Не дождемся, мы больше не выйдем отсюда. Є українці, які старалися, які закінчували українські школи, постійно грали за українські команди і хочуть грати за ту збірну, а приїжджає якась людина, яка не зрозуміло, за який клуб грала, і зараз хоче через те, що її не беруть в збірну, наприклад, Бразилії, попасти в збірну України, то, звичайно, нам це не подобається. І якщо йому дають громадянство і він починає грати за Україну, то самі фанати його зовсім не підтримують і тобто ставляться до нього негативно, нейтрально. Тобто підтримки він не відчуває з боку стадіону. Футбол не имеет границ. Футбол – интернациональный вид спорта. И, кстати, практика донецкого «Шахтера», мы берем украинский, так сказать, подиум, да? Платформу украинскую. Практика донецкого «Шахтера» подтвердила, что создать лидера европейского уровня, создать команду, способную решать самые высокие задачи, можно только лишь пренебрегая на научной основе желанием, чтобы только свой и только на этом месте. Надо сказать, что душевное отношение к тому «Динамо», глаза горели больше, это видно. Особенно, понятно, это потому, что все-таки в то время были одни украинцы. А даже если не украинцы, то это люди из ближайшего зарубежья, для которых история и честь «Динамо» не пустой звук. Есть люди, которым действительно в большей мере это меняют в большей мере из-за денег, потому что за сборную действительно в некоторых странах платят большие деньги. И, возможно, из-за этого, из-за того, что они не попадают в свою сборную, хотят доказать, что они хорошие футболисты в другой сборной. Рассуждаю сейчас как болельщик, если бы я еще не играя в футбол профессионально, всегда болел за свою страну, переживал, если бы наша сборная играла бы очень много натурализированных футболистов, я бы, наверное, за нее так не болел. Есть люди, которые настроены крайне агрессивно и говорят, что никогда не должен иностранный футболист, тем более темнокожий, я не скрываю этого, хотя здесь проявления определенные есть, да, мы, наверное, будем говорить еще об этой теме, да, не может быть в составе национальной сборной Украины. Не потому, что там разговор о расизме, но просто сложно представить себе папу Гуе, держащего руку на сердце и поющий гимн Украины казацкого рода. Для меня, конечно, я больше не буду говорить об этом, но для меня эта конструкция сложная и малопонятная. Если этот игрок готов усилить сборную команду, і нет рядом за походженням українця, який би склав конкуренцію і був би вище на голову, чим цей іноземець, то я не вбачаю нічого поганого в цьому. Я считаю, что есть сейчас достаточно хорошая молодежка, которая показывает добротный футбол, и на этих молодых парней стоит опираться, то есть не заниматься натурализацией игроков. Так же, как у нас какие-то олигархи, да, бывшие уголовники и там босяки, рэкетиры, грубо говоря, владеют клубами, аферисты, да, еще там тоже, наверное, какие-то такие есть. Также и в политике, также и владельцы каких-то там газет, журналов, телеканалов и всего прочего.
И то есть, как бы, папики то, что говорят, и часто то и надо снимать, то и надо показывать. И опять же, так как система противостоит, им не надо вот этот вот такой вольнодумающий, такой элемент протестный, да, который будет доказывать какую-то свою состоятельность и право на существование, там, грубо говоря, даже кулаками, да. Им не нужен такой элемент. И при помощи журналистов тоже идет определенная такая информационная война. Сразу, первый вопрос. Фанаты дерутся? А фанаты вообще, говорю, поддерживают клуб. Я говорю, как, не вы хотите такой вопрос задать? Не, ну вот меня попросили спросить, вот, сделать такой репортаж. Я кто попросил? Ну, люди попросили. Замечательно. То есть, фактически, человек мне сразу говорит, люди попросили сделать такой репортаж. Потом они брали интервью у работника клуба. Вот. Я просто знаю этого работника клуба, он мне рассказал. Интервью начинается со слов. Как правило, такие матчи начинаются с массовой драки. Отличное интервью, отличный репортаж. Просто. И таких очень много. Все известные телепрограммы о фанатах как бы пытаются представить из людей, увлеченных футболом, какую-то кучку маргиналов, таких полудебилоидов, для которых самое главное – это какие-то хулиганские действия, для которых поддержка команды, для которых футбол – это третично, даже не вторично, а самое главное – это создание каких-то там проблем. Праву руку догори в цьому секторі здіймають частіше, ніж у фільмах про фашистів. На трибуні так звані ультраси, фанати, які перекидають трамваї і завзято б'ються з міліцією. Реально, я в школі теж говорив, я скінхед. Від футбольного хулігана до неонациста один крок – за трибуну. Хлопці в чорних куртках-бомберах не надто цікавляться матчем. І навіщо прийшли, не розказують. А чому, якщо не закрите обличчя, ховаєш? Що закрите? Обличчя чому ховаєш? Тому що. Для них нацизм і патріотизм одне й те саме. Юніарійці встигають поскаржитись. Останніми днями міліція проходу не дає. Они сняли отпечатки подошвы у ботинок. Они сняли отпечатки пальцев. И все, они сфотографировали меня. Уже неоднократно были ситуации, когда стряпались, по-другому не назову, какие-то сюжеты, какие-то примитивные журналисты примитивные, непрофессионалы, брали интервью у каких-то тоже непонятных левых людей, или же сами выступали в роли левых людей, но которые якобы представляют лицо фанатов. У меня тоже был случай, попросил знакомый для одного из центральных каналов сняться в передаче, ну там можно было там без лица, то есть я так как бы анонимно, грубо говоря, там ответил на такие поверхностные вопросы, которые уже там переживались, наверное, во всех уже газетах и журналах, и в передачах. И там буквально вот такие перекинулся словами с человеком, который готовил этот репортаж, то есть он мне всю суть этого рассказал. Говорит, ну мы снимаем для обывателей, поэтому нам особо заморачиваться там что-то не надо, мы не готовились, вопросы мы не готовили. Ну вот нам повезло, что мы нашли тебя, если бы мы не нашли тебя, мы бы сделали это сами или нашли бы там какого-то вообще левого человека, там одели его соответствующе, он бы говорил. Ну есть, конечно, непрофессиональные люди. К сожалению, у нас слишком много таких непрофессиональных передач, которые ты смотришь, и тебе действительно неприятно. Но я не всегда высказываю мнение о них. Я лучше промолчу, это мое личное мнение, какие конкретно. И это, я думаю, как бы делается для того, опять же, что если происходят какие-то там ситуации, репрессии, если пойдут какое-то давление, чтобы получить такое положительное общественное мнение. Это у нас очень важно, хотя все понимают, что это общественное мнение ничего не стоит, но почему-то все за ним гонятся. Пропаганда спиртных напитков, которую мы видим сейчас, в которой активно используются и образы футболистов, и образы болельщиков. Разве это правильно? Разве мы хотим, чтобы наши дети, которые смотрят эти трансляции, чтобы они ассоциировали для себя футбол с пивом или там считали, что любой болельщик должен обязательно употреблять пиво? Разве это правильно? Десятки тысяч людей приходят на стадионы, чтобы посмотреть интересные спортивные соревнования, полюбоваться мастерством спортсменов. Но, к сожалению, еще не перевелись и вот такие болельщики.
как же далеки подобные посетители стадионов от тех, кто по-настоящему любит спорт. Команды только выходят на поле, а с трибун уже слышатся крики, свист, порой даже брань. На футбольном поле в разгаре борьба за победу возникают острые интересные моменты, а на трибунах в это время кое-кто еще только едва добирается до своих мест, мешая смотреть другим. Забитый гол отмечается порой вот таким способом. Ну, я не спорю насчет этого, не могу поспорить, как бы. Не знаю, почему так. Я не скажу, что это может хорошо или плохо. Хорошо, что в принципе, что спонсоры есть, это хорошо. Но то, что это алкоголь, ну, в принципе, я же говорю, это, наверное, не совсем правильно просто. Даже не знаю, меня как-то просили рекламировать, но я сразу отказался. Я считаю, что все-таки футбол это большой спорт, и рекламировать алкоголь это уже слишком. Сейчас это, ну я не знаю, у нас, по-моему, нация и так спивается. Вот. Для чего эти... Ну, в реклама играет команда, у нее на спине написано «пиво». Нормально. Как бы напейся пива и приди посмотреть на эту команду. Реклама. Без пива ты не сможешь посмотреть футбол по телевизору. Замечательно. Как я смотрю его, я вообще не знаю. Вот, без пива. Вот я сейчас рекламирую. Ребята, без пива смотреть футбол можно. Поверьте. И без водки его смотреть можно. Нужно. Стараемся и культивировать среди тех, кто приходит на северную трибуну, на фанатский сектор. То есть следим, чтобы там малые наши, которые подрастающее поколение, не курили, не пили. То есть как бы, ну, можно подойти, дать подзатыльник, грубо говоря. Там, если пиво кто-то пьет, то можно его смело подходить и выливать на пол. И как бы, то есть именно движению не безразлично то, что происходит вот именно вот вокруг нас. То есть, как бы, если, может быть, государству в каких-то моментах начхать на то, что там у нас хоть запретили запрет на употребление алкоголя, а он все равно как бы как пили, так и пьют, как бы как продавали, так и продают. Много людей очень занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, они понимают, что если он там приедет там набуханный или даже после литра пива, или он там будет там я не знаю, употреблять там какие-то наркотические средства, то ему здесь не место, он ничего здесь не словит, грубо говоря. Ну, словит только в голову и ляжет быстро, без сопротивления. Советую там, ребятам молодым там, по 12, 13, 15 лет там, ходить в зал, там, в тренажерный зал, хотя бы заниматься какими-то секциями, там, боевые искусства, какие-то футбол. То есть как бы выбора много. То есть главное просто от улицы отвлечься. Собираются две группы молодых парней, выезжают где-нибудь в лес, выясняют отношения до первой крови. Мало того, что друг другу помогают потом встать, обнимаются и разъезжаются. Ну, громко обнимаются. В общем, такое. Я не вижу вообще в этом никаких проблем, потому что там они находят такие места и такое время, где нет ни посторонних людей, ничего. Это обычаи. Это было и у казаков, и молодежь пытается поиграть мускулами. И мне кажется, что это даже неплохо. Вместо того, чтобы где-нибудь в подворотнях заниматься гоп-стопом, ловить каких-нибудь там, я не знаю, или сидеть, стучать на клаве, или там, я не знаю, там что-то пить пиво в парке. Люди себе тренируются, занимаются спортом и время от времени сами себе доказывают то, что они сильные, healthy and strong. Вот, в общем, так как-то. Слабым тут не место. Это как бы субкультура для сильных людей, для сильных движух. И, неприемлемо будет, если мы приедем во вражеский город и сами будем избегать там как-то неприятностей, прятаться за милицию. Мы приезжаем в другой город и мы показываем, да, мы приехали, мы вас не боимся, вот мы здесь. Если вы что-то хотите, пожалуйста, там, ищите нас или там, позвоните нам, и все будет. То есть мы должны показать свою состоятельность, мы должны показать свою силу, мы должны, там, грубо говоря, показать там, право на существование, но в целом ситуация адекватная, и я думаю, что скорее вероятность, больше вероятность где-то на районе, на каком-то спальном, вечером попасть с какими-то неадекватными персонажами в ситуацию неприятную, там получить нож там под ребро, чем ты где-то получишь это в околофутболе. Стычки между днепрянами и одесситами, как свидетельствуют очевидцы, начались еще до матча за пределами стадиона и едва не продолжились уже на самой арене.
некоторые воинственно настроенные гости стали срывать с хозяйского сектора флаги, растяжки и баннеры. К счастью, до продолжения силовых действий дело не дошло. Вообще интересный момент получается между милицией и фанатом. Вот сами подумайте, футбол обычно проходит вечером, и обычному сотруднику милиции в это время уже пора бы идти домой, вот, но его заставляют идти на работу и стоять в дождь, там, в снег, в оцеплении, и смотреть, как обычные люди, которые идут отдыхать с хорошим настроением, с улыбкой, заходят на стадион. Сразу получается конфликт. Милиционер, особенно мы знаем, что многие из милиционеров приезжие, не киевляне, вот, смотрят на то, как идут, многие идут на отдых, вот, и ненависть просто брызжет от сотрудников милиции. По сути, у нас к болельщикам относятся как к преступникам. Это постоянные досмотры, это попытки ввести какие-то карточки, продажи билетов по удостоверениям личности. Но если мы приходим на концерт или в кинотеатр, или в театр и покупаем спокойно билет без каких-либо паспортов, без сдачи там, отпечатков пальцев, нас при этом не осматривают по 3 раза, не ощупывают наши карманы, то почему, приходя на футбол, мы должны подвергаться этим всем досмотрам? Менты пидорасы. Ні, скажи, що у тебе хотіли забрати. Ми хотіли забрати розу, тому що там написано... Вот эту вот? Оце роза, тому що написано ультрас, ультрас, просто так. У меня нет слов, я из Киева приехала. Это просто беззаконие, это просто что-то страшное. Просто хуёвое, это просто мягко сказано хуёвое. Потому что мало то, что, блядь, это долбоебизм полный, блядь. Что именно, скажи? Все, организация, блядь, это, блядь, беркутня, которая ебаная, блядь, стоит и непонятно, блядь, чем занимается. Вместо того, чтобы открыть, блядь, 5 ворот или 10, блядь, и нормально людей запустить, они стоят, блядь, с хуйнёй страдают, блядь. Ищут, блядь, зажигалки и спички, блядь, и газетки отбирают. А не дай бог, блядь, с газеткой кто-то войдет, блядь, или с зажигалкой, блядь. У меня была возможность беседовать и поддерживать отношения с 2 министрами внутренних дел Украины. Спокойным Кравченко, Царство Небесное, и с господином Луценко. И когда возникал этот вопрос, я им говорил только одно. Милиции нужно научиться любить свой народ. Они оба мне отвечали, это сверхважная, сверхтрудная и практически невыполнимая на этом этапе задача. А придется. Придется научиться всем функционерам футбольным, тем, кто организовывает, и владельцам клубов, и футболистам, и сотрудникам органов внутренних дел, и всей правоохранительной системе научиться любить своих сограждан, тех, кто приходит на стадион. Если этого не будет, мы своими руками будем рубить сук, на котором мы все сидим. Случаев масса, понятно, там чуть ли не каждый матч можно какие-то от мелких каких-то там ситуаций до каких-то крупных, которые на всю страну прогремели. Но вот возьмем ту же Ахтырку, да, которую все знают, показали, ну, у нас, я не знаю, такого, может, даже в Украине не было, когда там гнали милицию, там, полностью со стадиона, Беркута просто там держали в руках береты и убегали, там даже не оборачивались, и мы гнали. То же самое, с чего все началось. Да, приехали, да, кто-то был пьян, да, кто-то где-то бузил. Но это все, в принципе, это можно все решать, это можно все улаживать и урегулировать, это можно все делать. Но ничего не делалось. И что мы получили? То есть состав стоит, да, состав разогретый, состав на выезде, состав с пиротехникой, состав хороший, скажем так, да, стоит на стадионе. Подходят 2 местных каких-то, я не знаю, как их назвать, ну, может, местные авторитеты или кто, ну, грубо говоря, так. Ну, в общем, подошли местные 2 кузнеча, что-то начали там говорить некрасивое, что-то некрасивое показывать. Ну, соответственно, этого было достаточно. Милиция, то есть, просто как бы обозначала свое присутствие, соответственно, люди ломанулись, кто-то где-то махнул дубинкой, все, понеслась. Ми повинні діяти, працівники правоохоронних органів, відповідно до обстановки, яка складається. І, в принципі, ну, я вважаю, що рідко коли можна так сказати, що міліціонери діють неадекватно. Тобто є ситуація, є відповідне реагування. Може, воно десь дещо перевищує якісь повноваження, але відповідно до ситуації. Не можна передбачити чітко там кудись нанести удар, коли йде натовп і коли цей
якесь там правопорушення припиняється. Агрессия наша порождает ответную агрессию, поэтому все зависит от степени терпения милиции. То есть, если она достаточно имеет силы воли, чтобы что-то допустить, но тем не менее каких-то там жестких санкций не применяет, то есть в рамках какого-то разумного, то, я думаю, инцидентов не происходит. Как только проявляется какая-то чрезмерная агрессия, как с одной, так и с другой стороны, это всегда приводит там, к кровопролитию. З приводу подій 2007 року на стадіоні НСК «Олімпійський», коли міліція втрутилася і в секторі наводила порядок, дії були визнані з боку працівників правоохоронних органів дещо такими, що не відповідали ситуації, що складалася. Деякі з них були притягнуті, там близько 10 посадових осіб притягнуто до відповідальності дисциплінарної. Полностью согласен, что вообще бить людей нельзя. Даже в сложных ситуациях, кроме как задержания опасного преступника с целью предотвращения иного правонарушения. Человек, облеченный властью, бить человека, не облеченного властью, не может. Это, собственно, и есть преступление. Останній наш в місті нашому найбільший трабл з міліцією був на останньому Єврокубковому матчі з Борусією, коли, тобто, в першу чергу недопрацювання міліції, коли ми хотіли провести марш, який буде і тут сьогодні, тобто марш від центру міста до стадіону, в якому брали участь приблизно до 2000 людей. І коли ми вийшли на центральну алею, і там були фанати Борусії і почали заряджати свої заряди, і з їхнього боку почали летіти в нас бутилки, і з нашого боку відповідно. Тобто це було в першу чергу недопрацювання міліції, там був хвилинний трабл, який закінчився тим, що ми пройшли далі, а фанати Борусії або розбіглися, або їх забрала міліція. Ребята, поверьте, проблема с евро у нас в Украине будет совсем не в фанатах. Проблема будет в тех гопорезах, которые из ущербных городов и так далее приедут сюда. Проблема будет в тех наркоманах. Ну так с ними же тяжело бороться, да? Ты ж не отчитаешься, что вот мы победили наркоманию у нас в отдельно взятом районе, и тебе повесят медаль на грудь. Нет, а фанатов победить легко. Они все, мы все стоим. Каждого снимают на камеру, на каждого есть бумажка, на каждого есть файл. Пожалуйста, нас победить очень легко. И медаль себе на грудь повесить. Так, у нас в кожному підрозділі органів внутрішніх справ ведеться така база, зокрема це Донецьк, Київ, такі приймаючі, це як зразкові. База на осіб, які затримувались за вчинення правопорушень під час проведення масових спортивних заходів. Тобто людина затримується, доставляється в орган внутрішніх справ, відповідно до законодавства, до 3 годин. Тобто її відібрали пояснення в неї, склали протокол про адміністративне правопорушення, сфотографували відбитки пальців і до рішення суду або відпускають, або до рішення суду і вже після рішення суду відпускають. За що забрали його, а? Алло! Кожна людина, яку затримували, був суд, і в 90% випадків суди закінчувались оправданням тих людей, і навіть в деяких випадках затвердженням того, що міліція вчинила неправомірні дії і винувата сама міліція в тому, що сталося. Мне так всегда это смешно слышать, что вот там какие-то черные списки, да. Тут прекрасно понимаю, что мы рядовые болельщики, как бы, да, те, кто ходит, но мы на эти матчи не попадем нигде. То есть, потому что, во-первых, будут безумно дорогие билеты, они будут реализовываться через интернет, и это, понятно, проблема как бы всех таких соревнований крупных, что как бы рядовому болельщику попасть, там, то есть студенту, который ходит на фан-сектор, будь то в Харькове, там, в Донецке, еще где-нибудь, попасть на матч чемпионата Европы будет практически нереально. Действительно, когда вытаскивался этот конверт с надписью Poland and Ukraine, да, и там все бегали на ушах,
Я, кстати, тоже был рад этому. Первые ощущения были просто праздник. Я был на чемпионате мира в Германии. Я видел, как там действительно был, вся страна, один сплошной праздник. Но что мы видим сейчас? Где дороги? Где новые скоростные поезда? Где у нас стадион Олимпийский, у вас, по-моему, в передаче я это слышал, подорожал на 500 миллионов долларов. Подорожал. А в Португалии строили стадионы за 100 миллионов. За 100 миллионов новый стадион. А у нас только подорожал Не могу проверить, но верю вам на слово. Так вот, о каком единстве, о каком празднике мы можем идти? У нас получился отличный повод распила бабла. А платим за это мы. Вот и все. И люди уже ненавидят. А это вообще, это всем налогоплательщикам это ударило нормально по карману. А конкретно по нам... это ужесточение репрессий милиции. Это эти списки. У нас берут телефоны, вынимают карточки, смотрят. То есть мы под таким колпаком сейчас находимся. То есть уже фанаты, сами фанаты, против этого чемпіонату. Не нонсенс ли це? Підготовка триває активно до Євро. Особовий склад готується належним чином. По-перше, проводяться щоквартальні тактико-спеціальні навчання з питань забезпечення громадського порядку, припинення можливих порушень громадського порядку під час проведення футбольних матчів. Якщо вам відомо, як приклад можна назвати Донецьку область, і репортажі теж показували про ці заходи. Значить, у Донецьку у нас, в принципі, як можна сказати, як показовий орган внутрішніх справ, де опробовується європейська модель забезпечення правопорядку під час футбольних матчів. Це стосується залучення мінімальної кількості правоохоронців, тобто на трибунах повністю відповідальність керівництва стадіону і стюардів. А міліція вже по периметру стадіону на території міста, населеного пункту, де відбувається футбольний матч. Давайте же не будем сторонниками двойных стандартов, которые выдумываем сами. Значит, извините, но на Крещатике меня охраняет милиция, на Грушевского меня охраняет милиция, а стоит мне пройти чуть выше по Парковой аллее и попасть на стадион «Динамо» имени Валерия Васильевича Лобановского, меня уже никто не охраняет. Почему? Почему? Здесь охраняю, а здесь не охраняю. Там барабан нельзя, мегафон нельзя, то есть как-то непонятные какие-то запреты. Хотя зачастую ничего плохого в том же микрофоне, мегафоне, в барабане нет. Те же самые флаги, там цензура на транспаранты. Вот если английским языком написано, все этого нельзя. То есть стараешься объяснить, перевести, что на баннере написано, потому что специфика чаще всего баннерная линия практически, то есть название фирмы, они практически латиницей написаны. И, к сожалению, у нас в внутренних органах не все люди знают английский язык, поэтому приходится переводить, но зачастую никто с этим не соглашается, и очень часто баннера оставляются просто в автобусах привезены. Я не говорю там о наших каких-то промышленных городах, да, там что-то где-то делается, там в Донецке, там Ренат Леонидович такой есть, да, человек, там что-то вроде как вокруг Шахтера так более-менее красоту наводит, но в целом каких-то таких вот прямо там какого-то прорыва для Украины я не вижу, его не будет, потому что, большинство денег и средств, они просто разворовываются и разворуются, даже люди там знакомые, далеко ходить не надо, мир же тесен, да, кто-то где-то там из знакомых работает на строительстве дороги у меня сейчас, кто-то где-то на Олимпийском, и истории, просто шикарные. С точки зрения европейских стандартов качества, мы все же, на мой взгляд, пока еще не готовы к тому, чтобы соответствовать этим самым высоким стандартам. Как с точки зрения комфорта, так и с точки зрения безопасности, так и с точки зрения проведения матчей. 16 команд в премьер-лиге, из них на сегодняшний день лишь 3 клуба имеют стадионы высокого уровня и качества.
Ну, так что в целом я, конечно, оцениваю, как бы, скорее мне бы не хотелось, чтобы было Евро, чем я обрадовался, что оно есть. Если бы страна у нас была немножко другая, если бы у нас были немножко другие политики, и это был бы шанс для Украины подняться в каком-то экономическом плане, как-то заявить еще как-то о себе на весь мир, там, как в каком-то положительном ключе, тогда да. А так, ну, я только какие-то, большинство негативных моментов. Но если вы сейчас посмотрите на любой английский стадион, где можно вот так вот взять и прикоснуться к футболисту, потому что расстояние от трибуны до бровки поля там 1,5 или 2 метра, но там висит маленькая табличка, маленькая, и на ней написано «Attention», внимание, вторжение в игровую зону запрещено. Штраф 1000 фунтов и пожизненное отлучение от возможности посещать любой матч в Великобритании. Я был у них, сидел в выездном секторе вместе с болельщиками Портсмута. Так у Портсмута нормально, все красиво. А у тех просто сидят люди, кушают бутерброды. Как... Ну, в общем, все превратилось как в бейсбол в Америке. Ну, это никому не интересно. Я не знаю, добавляет ли это патриотизма и какой-то мотивации игрокам команды. Мне кажется, не добавляет. Смотреть, что тебя никто не приветствует, ты никому не нужен, а так какие-то редкие, жалкие хлопки. Ну, мы к этому идем. Ну, давайте вернемся к истокам зарождения фан-движения, которое зарождалось в той же самой Англии, да? Как формы рабочего протеста против эксплуатации, насилия, непомерного многочасового рабочего дня и недели и низкой оплаты. И люди, зная, что в массе своей на многотысячном стадионе, они, чувствуя плечо к плечу и рабочую солидарность, могут этот протест высказать. И они его подобным образом высказывали. Довелось мне поучаствовать, к примеру, в событиях 1988 года со «Спартаком». Я не скажу, что там это была такая жесть, как писали в советском спорте, но, в общем-то, это было больше похоже на какое-то излияние, какой-то... Ну, наверное, это первые поросли нашей украинской такой вот незалежной такой вот мысли, действий и все, потому что мы встали, воспротивились, стали плечом к плечу, и как-то так, в общем, все оно получилось. Но сколько десятилетий прошло после этого? Мода осталась. Где? Я же знаю, я же в диалоге с фанами многими на различных форумах. Мне говорят, вот в Греции жгут, в Югославии жгут. Ну, когда я говорю, в Англии не жгут, мне говорят, да перестаньте вы со своей Англией. Фанаты, ультра, они это как пружина. Чем больше их будет сжимать, тем больше будет сопротивление. Мы падали, вставали вместе с до конца. Я понимаю, мы одна огромная семья. Мои друзья, мое все, и это гордость моя. Мой девиз бело-синий, это нас всегда. Я буду биться за них и отстаивать честь. Я буду верить себе и своей семье. Мы войны, мы на пути войны. Мы идем вперед, нас не остановить. Мой девиз бело-синий, мой город — это Киев. Со мной всегда моя семья. Я буду уверен, всегда. Я буду восставать и что из силы бить. Не отступать назад и не свернуть с пути. На руках мы стали еще сильнее. Ну что, ублюдки, готовы? Скоро ваша смерть. Підтримувати команду вдома – це, звичайно, добре, і ми всі за тих людей, які просто ходять вдома, але виїзд, ну, тобто навіть кожна людина сама розуміє, що виїзд для неї – це якийсь
якийсь новий досвід, вони бачать свою команду в іншому місці, вони підтримують її в іншому місці, хочуть робити це краще. Тобто кожна людина стремиться до більшого і скорше чи пізніше вона поїде на той виїзд. Я считаю, что настоящий болельщик – это не тот, который катает выезда. Потому что это, тут проявляется какая-то определенная, до бизнесменов, до депутатов даже районных советов есть. То есть, но как бы у всех одна цель, как бы немножко на протяжении недели все поработали, все хотят отдохнуть, какая-то встряска, разрядка определенная. То есть как бы я считаю, что на выезде, а именно атмосфера, ты, которую ощущаешь, намного круче, чем домашняя игра. Потому что ты лишний человек на выезд не приедет. А если тебе нравится, если тебе с собой едет компания, потому что поэтому в первую очередь не зачем, а с кем. Если ты едешь с компанией на выезд, да, это замечательно. Выезд в Плиски, да я никогда в жизни его не забуду. Мы ехали на головах друг у друга, и стоя ехали в автобусе от Полтавы до самых Плисок. Я не знаю, это с вечера до утра ехали. Стоя, под гитару пели песни, но это незабываемо просто. Но выезд, чем он хорош? Собирается группа единомышленников, едет и как бы веселится, отдыхает от этих всех проблем. И ну, это вот постоянное, знаешь, несколькодневное состояние веселья и какого-то такого задора. Его тяжело с чем-то сравнить. Особенно, когда вырываешься, жена, дети, работа. И ты говоришь, так, ребята, меня нет. Меня 3 дня нет, и я поехал. Такие же, как и ты, юристы, врачи. Тоже говорят, нас нет. Мы собираемся, и вот это вот недели у нас нет. Многие говорят, что вот футболисты ничем не обязаны болельщикам. Это неправильно. Это неправильно по той простой причине, что если футболисты играют ради денег, то пусть они играют где-нибудь там в Кончи-Заспе, в закрытом манеже между собой. Но я не думаю, что хоть один из футболистов скажет, что мне приятно играть при пустых трибунах. Это неправда. Саме перше ми граємо для вас, для фанатів, а потім йдуть болівальники. Після фанатів йдуть болівальники. Я рахую, не було б фанатів, за нами ніхто не їздив, нас б не підтримували. І ми б грали просто при чужих болівальниках, на виїзді, наприклад. Когда ты на выезде, когда, там, грубо говоря, полный стадион против тебя, и когда мы забиваем, и стадион молчит, а своя, там, грубо говоря, там 100-200 человек, неважно сколько, там, даже 20 человек, то это всегда приятно. Хочу пожелать, чтобы они болели за «Динамо» и в неудаче поддерживали команды, и в победах. И, короче, всегда были с командой, а мы уж постараемся поменьше их огорчать. Я рад, что сейчас болельщики гораздо больше ходят на футбол и не просто ходят, а действительно поддерживают команду. Это важно. И даже сегодня вы видели, что пришло довольно много людей и действительно поддерживали, и ребятам было интереснее играть. Для нас действительно очень важна ваша поддержка, как фанатов и ультрас, поэтому я считаю, что она очень необходима. Тем более такие выезды, как в Минск, я думаю, что они остаются в памяти надолго, поэтому приходите побольше, чтобы действительно было очень приятно слышать такое огромное количество болельщиков. Все, что делают фанаты, оно в моем понимании всегда идет на пользу коллективу. Они заводят весь стадион, они заводят ребят, поэтому когда идет дрожь по телу, это ваша заслуга. Я хочу вам подякувати за це, що ви любий і в хороший час, і в поганий час зараз є з командою. І дуже здорово вболіваєте і їздите за командою по всіх містах. Хочу вам дуже подякувати від себе і від нашої команди. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе
очі дивляться кани, серце в них перельот. Хай розкажуть кохані, як я вірно люблю